Здравствуйте. Сейчас, секунду. Здрасте. Здрасте. Так, у вас Лермонтова, дом 2, Петрославянка, да? Да, все верно. Угу. Знаете что? У меня такой момент. Лермонтова, дом 2, Петрославянка по Софийке. У вас наличные? Наличные вперед. Ну, я просто, скажем так, не дифференцирую пассажиров, я беру деньги, если можно, вперед. Мало ли что, ну, чтобы не было таких Это у вас в приключений. Питере такие правила? Это у меня лично. Вы только, там ни в коем случае не обижайтесь. Это у меня лично такие правила. Просто если я буду дифференцировать, да, если там какие-то странные люди, я с них буду брать, а с нестранных и красивых, как вы, я не буду брать, то я могу запутаться. И это будет несправедливо к тем, которые, типа, могли быть странными. И если вас не затруднит, просто вы можете мне дать денег вперед, скажем так, и мы поедем. Так, а сколько там было? 315 рублей. Что ехать нам 36 минут. Держите от сдачи тогда. Ничего себе, спасибо вам большое. Ну, редкое такое проявление, финансовое положительное проявление со стороны пассажира. На чай, как говорится. Да, спасибо вам большое. Всем привет! Частый вопрос, возникающий в голове при выборе компании, с которой ты захотел бы сотрудничать, это на какие критерии обратить внимание. Как и любой другой компании при выборе таксопарка, следует обратить внимание на то, сколько таксопарк работает по времени, сколько у него водителей и какие условия он предлагает. Не побоюсь этого слова, но одним из самых лучших таксопарков на нынешний момент в России является таксопарк «Такси Хайп». У нас многолетний опыт работы и несколько тысяч водителей, которые работают с нами. В отличие от других таксопарков, мы предлагаем стабильность. Стабильность абсолютно во всем. В технической поддержке, в выплатах и в хорошем проценте. У нас действительно самая лучшая служба поддержки, которая поможет вам практически в любой ситуации и никогда не оставит вас в беде. У нас есть два способа моментальных выводов ваших средств. Один страхует другой. Вы никогда не останетесь без денег. И лучшая реклама для нас – это многочисленные положительные отзывы о нашей работе. Если ты сомневаешься, спроси у того, кто работает в нашем парке, и он тебе все расскажет. Если тебя не устраивает твой таксопарк, или ты подбираешь таксопарк, обязательно обрати внимание на наш таксопарк «Такси Хайп». Ссылочки на контакты будут все в описании. WhatsApp, Telegram и Viber. Пиши моим менеджерам, и они тебя подключат в очень короткий срок. И будет тебе удача и много-много бабла. Пока! А вы так сказали, у вас тут в Питере, вы не из Питера? Ой, да, вот только сегодня приехала из Москвы. Вот на выходные как раз с друзьями тут встретиться, отдохнуть. Сейчас из ресторана иду. Вот сняла дом за городом. А вы на поезде, на машине? На машине. Ну, мы немножко выпили винишко. Вы машину здесь? Машину здесь оставили, да? Да, машину оставила. Вот завтра заберу назад. Понятно. В Питере у вас, конечно, хорошо. Жаль то, что дороги не чищены. А так, в целом, вообще супер. Дороги не чищены, да. Ну, зато красиво. Снежок белый за городом, ну, вообще, наверное, красиво. Ну да, вот я сегодня заселилась. Вообще супер там. Не люблю, знаете, вот в квартирах как-то жить. Все-таки и так весь день работа, дела. Все в городе. Как-то хочется, чтобы душа отдыхала и тело. За городом другая, конечно, атмосфера. Воздух совершенно другой. Ну, здорово. А вы давно в такси работаете? Что? Давно в такси работаете? Чуть-чуть погромче говорите, а то Говорю, мне сзади не слышно просто. Говорю, давно в такси работаете? В такси работаю с 17-го года. 5 лет, наверное, будет. 5 лет будет летом. Давненько. Ну, уже, можно сказать, не любитель, а профессионал. Да. Ой, слушайте, а может вперед все-таки пересяду? Вот что-то действительно как-то слышно мне вас тоже. Да? Ага. Ну, давайте. Машина большая. Машина большая, да. Пересаживайтесь. Хотите, сумку назад можно поставить? Ой, да, на самом деле было бы удобнее.
Сейчас я ее прижму. Пристегну, прижму. Улетала. Так, все, пристегивайтесь, поедем. Ну, значит, в Питере вам плюс-минус более-менее по душе. Да, стараюсь к друзьям вырваться сюда почаще, когда время бывает. Поэтому так-то да. То есть настроение у вас хорошее. Вообще прекрасное. Люблю пассажиров с хорошим настроением. Да? Потому что 95% пассажиров почему-то всегда с нехорошим настроением садятся. Не знаю почему. Ну так. Может, потому что город угрюмый, город мрачный, да, мрачный, и всё время темно. трезвый, да. Трезвый, да, и мрачный город. Поэтому боюсь, что в Питере пить, да, надо, чтобы Да. настроение поднималось. Да, ну вот ничего с этим не сделать. Но с другой стороны, я все время привожу скажем так, привожу такой довод, да, что если бы, например, в Питере еще бы и климат был шикарный, то этот город треснул бы по швам. Было от бы того, слишком что хорошо. Сюда бы просто столица бы 100% переехала бы в Питер, потому что было бы вообще просто солидарно. круто. Да, поэтому должен был какой-то буфер быть, который не дает как раз городу, так скажем, под засилием людей зачахнуть. Хотя очень много все равно приезжают и очень много. Много приезжих, да, Очень возите? много, очень много. Из регионов. В 3 города едут. Питер, Москва. Это для возможностей, чтобы как-то реализовать себя. И 3-й город, это чисто по климату, Краснодар. Может быть, Сочи? Краснодар. Краснодар? Краснодарский край. В Сочи дорого построить жилье, купить жилье, да, а в Краснодаре, в пригороде более доступно. В Краснодаре нет моря в самом Краснодаре. Это понятно, но климат хороший. И, как я знаю, хотя мне рассказывают, что не все его вывозят и Краснодар. То есть вроде как звучит неплохо, если есть на свете рай, то это Краснодарский край. Но по факту, когда люди туда приезжают, они не всегда находят что-то райское в Краснодаре. Вот, и переезжают обратно куда-то в другие места. Потому что климат климатом, говорят, не очень много там тоже есть возможностей в плане именно реализации какой-то. Москва-Питер. Конечно, тут совершенно другой уровень. Да, Москва-Питер, он по-другому все. А вы чем занимаетесь? Я недвижимостью занимаюсь. О, да. Хорошее дело. Да, прибыльное. Прибыльное и перспективное, да, и всегда на плаву, Это точно. Так. Да, ничего с ней не случается. И актуальное. Особенно в наши последние года. Все только растет в ценах. Да, я понял. Окей. А еще такой вопрос. А вы по отдельности с семьей отдыхаете? Или вы не без семьи приехали? Ой, такой вопрос задали, конечно. Я, так сказать, отмечаю свою свободу. Развелась вот недавно, буквально 2 месяца назад. Поэтому теперь могу позволить себе. А дети? Не, детей не было. Детей не было. Ну, то есть вам и карты в руки? Ну, на самом деле, да. Одинокая, даже слово плохое одинокая, скажем так, свободная, да, с финансовыми возможностями, красивая, могу себе позволить потусить, да. В этом плане проблем, конечно, никаких нет, повезло. Если бы мы сейчас были за столом и мы бы пили, то я бы поднял тост за то, чтобы все женщины России время от времени чувствовали себя вот так вот, свободными, при бабках, не обремененные там детьми, ответственностью и так далее, и возможностью приехать в другой город, чисто потусоваться, повеселиться, снять коттедж. Жизнь одна, надо проживать в удовольствие, поэтому... И каждый раз, когда открываешь шкаф и думаешь, я же купил эту рубашку за 10 000 рублей, чтобы носить по особым случаям, одел ее 2 раза, буду ее беречь, надо выбрасывать эти мысли из головы, надо хватать эту рубашку, одевать ее, потом выпить, обязательно порвать на себе вот так ее все пуговицы и сказать мне, я моряк, мне чайки на грудь в туалет ходили. В общем... Первый раз такое. Я имею в виду, пользоваться этими моментами. То есть, пользоваться, ходить и вообще не бояться, я полностью... Да, бояться не стоит ничего. Точно. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Это верно. Причем, действительно же, за что люди получают, будем называть ее сверхприбыль, то есть не зарплата там в 30-40 тысяч рублей, а там какие-то внятные деньги, они же и получают за риски в том числе, правильно? Когда человек организовывает бизнес, он уже рискует, да, какое-то дело, либо там какие-то сложные там или рискованные переговоры, и вот эта сверхприбыль, которая получается, это как раз плата за риск.
И если не рисковать, то шампанское не будешь пить лишь только потому, что не будет денег на него. Согласна, есть такое. Да, я тоже вот так думаю. Я бы вот... Поэтому я рисковая, да? Конечно. Ну, естественно, иначе я бы все не добилась того, чего у меня, то, что у меня на данный момент есть. Прекрасно. Поэтому... Я прям очень люблю рисковых людей. А вы чем, кстати, в свободное время занимаетесь? В свободное время я занимаюсь самоорганизацией и перспективными направлениями в своей узкой области такси. Какими-то... Я не очень люблю рассказывать про это, лишь только потому, что стереотипы по поводу того, что каждый таксист бизнесмен крутой, занимается, скажем, таксодеятельностью только потому, что он любит людей и общение, и поэтому из моих, скажем так, из моего рта это будет тоже звучать, ну, сомнительно. Что-то есть, чего-то нет, но в целом я чувствую себя вполне себе хорошо, особенно когда у меня такие прекрасные пассажирки. Ну, прямо даете мне комплиментами. Приятно ездить с таким водителем, конечно. Это бесплатно, и тем более вы еще на чай дали, поэтому надо чай отрабатывать, да. Чай нужно. Слушайте, отличная услуга, буду знать теперь о ней. Вот видите? Так, ну что, мы уже почти подъезжаем, осталось пару километров всего. Ой, так приятно с вами общаться, уж прям время незаметно пролетело. Я сейчас покраснею, не надо, зачем вы так? Все бы таксисты такими были. Все бы таксисты были бы такими. Все время покаталась на такси. Цены бы подорожали, я могу сказать. Мы бы все собрались вот так кружком где-нибудь вот в таком же коттеджике и сказали: парни, раз мы такие востребованные. Кстати, не хочу хвастаться, но в коттедже у меня прям вообще супер, очень хороший дом, да? Так уютно там, да, прям нравится. Здорово. Ой, вообще супер. А вы, кстати, как завтра работаете? Ну, да, мы же таксисты, народ такой, работоспособный, да, работаю. Ну, я просто не знаю, может там график нет, завтра да, нет, график есть, но я завтра работаю. Ну, не сутки, конечно, но на работу выйду. А что? Ой, а может, вы со мной съездили, отвезли меня за машиной тогда в город? Потому что мне все равно такси заказывать так и так. Да, просто я могу не оказаться рядом здесь, видите, это все-таки не... Ну, я могу не оказаться рядом здесь, прям, чтобы вы меня оперативно вызвали. А если как-то напрямую договориться? Так нет, напрямую договориться, да, просто... заранее время обговорить, да, вы имеете в виду? Можно заранее, можно, не знаю... Вы сейчас как вообще там спешите? Нет, можно зайти там обсудить, да, чашечкой кофе там выпить, например. Ну, ничего не подумайте, как бы. Просто все равно одной дома как-то скучно, с вами так и интересно. Могли бы продолжить общение. Ну, да, почему бы и нет? Это же все-таки моя работа, правильно? Мне же, ну, как я отказываюсь от работы, правильно? Мы же должны обсудить с вами, поскольку мы завтра с вами поедем забирать автомобиль. Ну да, лучше заранее все обсудить. Кофе найдется, да? Конечно, конечно. И чай, и кофе. Чай, и кофе. Без проблем. Вот это прямо бонус. Окей. Ну все, почти приехали, вон. Да. Домик. Так, ну вот что, мы уже приехали. На самом деле нарядное место-то. Так я же говорю. Вообще круто. Я думал, здесь какой-то там домик на опушке, а тут-то вообще такое все. Ну вы москвичи, да. Давайте, знаете, как я вас выпущу тогда. Вот, вы постойте. Вы идите уже. А я соответственно, да, просто припаркую, чтобы вам удобно выйти было. Хорошо? Окей. Ну все, жду. Да, сейчас. Надо по-другому припарковаться. Я просто выпью кофе и договорюсь о завтрашней смене. И все. Больше ничего. Не надо на меня так смотреть. А вы бы отказались? Скажите мне, вы бы отказались? Я вам сейчас покажу, как здесь это все выглядит. Вы охренеете. Блин, пока она не видит. Я вам покажу, как здесь вообще все выглядит. Смотрите. Какие дома. Сейчас тихо покажу. Смотрите, как здесь круто.
ребята. Я вам потом расскажу, как я здесь провел время. Если будет интересно, даже напишу. Что я могу сказать? Не хочу, чтобы вы писали... Хотя нет, пишите. Ну, пишите все, что вы думаете. Пишите. Пишите, конечно же. Вы думаете, что я... А я другой. Я не такой. Я не такой. Ну, как здесь было, я потом расскажу, если что. Как кофе мне зашел или не зашел? А девочка, мне кажется... Что же это я? О чем это я? Соберись, Женек! Ты же просто можешь посмотреть прекрасный коттедж, как тут можно отдохнуть. Если бы я приехал из Москвы и был бы разведен и без детей, я бы тоже остановился именно здесь, и я бы тоже познакомился бы с каким-нибудь таксистом, не с какой-нибудь таксисткой, и тоже бы сказал, а о чем мы? Просто зайдите на чашку кофе, обсудим с вами, как вы меня завтра с утра повезете за машиной. Что же, о чем это я? Соберись! Соберись, тряпка! Я пошел, иду! Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье.